Друзья, приветствую вас. Это утренний обзор. Курс доллара, курс евро, курс рубля, нефть и основные макроэкономические показатели. Итак, курс доллара, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Так, ну вот кто-то в комментариях меня упрекал по поводу того, что прогнозы не сбываются. Ну смотрите, здесь есть два, иногда три сценария развития событий, и они происходят в зависимости от того, как меняется внешний фон и что происходит с американским индексом, с ценами на нефть. Так вот сказать монолитно, что доллар все время будет укрепляться, и он будет 80 1 июля. Но такого не бывает. Если бы так можно было сделать, трейдинг был бы не нужен. Можно было бы сразу это угадать или там, не знаю, в астрал выйти и узнать. И таким образом это действие определить. И все, больше ничего не делать. Купить и ждать там 13:00 1 июля и когда он вырастет. Всегда здесь есть определенные варианты развития событий. Надо об этом помнить, что здесь, как в квантовой физике, все постоянно меняется и действует принцип неопределенности. Как только мы четко знаем что-то одно, сразу из вида ускользает что-то другое. Это неизбежно. И поэтому, поскольку это игра, но эта игра, это не казино, не азартная игра. Эта игра, она сродни шахматам или третьим геройсам. И поэтому все здесь строится именно таким образом, по шагам. Делаешь определенное действие, смотришь, как меняется. И именно в этом и есть вся суть. Так, китайский индекс сегодня показывает рост. Это позитив. Скорее всего, то есть по чермету мы увидим отскок движения вверх. Насколько это будет происходить, сейчас посмотрим ближе к открытию сессии. Но в любом случае, то, что Китай торгуется в плюсе, это позитив и для мировых фондовых рынков, и для нас. Так, друзья, что касается текущей ситуации. Вот переходя к телеграм-каналу, меня спрашивали по поводу того, почему я там не указываю насчет вечерней сессии. Что вечерняя сессия на ММВБ вводится, как на ней что делать и так далее. Я считаю, что эта сессия вообще не нужна. Потому что она ничего толком не привлечет, она размоет ликвидность. И поэтому я считаю, нужно либо оставить то, как есть, без вот этих всяких никчемных вечерних сессий, или в идеале вообще как бы работу российской площадки сделать такой же, как американских. Это было бы идеальное решение. Потому что здесь все будет тютелька в тютельку, торговаться и осуществляться. Да, определенным лицам это будет неудобно. Но здесь как бы либо общее благо и успех, либо как удобно определенным лицам. Так, далее, по поводу акционного ФЗ. Да, он проводится не в среду. В среду, как вы знаете, выходной. Вот, соответственно, сегодня ОФЗ проводится. Вот я в телеграм-канале разместил период сбора заявок, период удовлетворения заявок. Соответственно, вот в это время вполне как бы по рубль-доллар будет движение. Так, ну вот в Telegram, соответственно, календарь событий, важнейшие события. Это то, что с утра будет PMI по Германии, потом стата по еврозоне. Вот, но тут как бы ключевая это Германия. Индекс деловой активности в производственном секторе в 10:30 публикуется. Сегодня вообще много статистики и по Европе, и по США. Ключевой это 10:30 PMI по Германии. И потом 17:00 продажи нового жилья в США. Вчера были вторичные продажи, сегодня первичные продажи. Важнейший показатель того, что происходит с экономикой. Так, ну вот мониторинг, корона всяких дел. То есть вторая волна, она в развитии и никуда не отступает. Так, далее возвращаясь к графикам по поводу доллара. Сейчас всюду муссируется информация под разными видами, что будет значительное ослабление или крах доллара. То есть там и статья вот этого Роуза, этого старого демократа из сундука с нафталином достали, что он как бы прогнозирует то, что доллар будет девальвирован и так далее. Вполне может быть такая ситуация, что доллар ослабится ключевым валютам. Но никакого краха доллара не будет. И девальвации доллара не будет. Вообще забудьте про эти слова. Если, вот что такое доллар? Доллар это по сути мировая валюта. Все расчеты, любые действия с карточек и так далее, они все как бы имеют своей основу доллар. Так или иначе, даже если напрямую делается какая-то транзакция в рублях, в иене и так далее, все это привязано к долларовому механизму.
Поэтому то, о чем начинают люди, некоторые, кричать, крах доллара, там, крах крах финансовой системы. То есть, если будет крах доллара, это будет крах мировой финансовой системы. И здесь говорить о том, что там какие-то валюты, они будут укрепляться. Не будут они укрепляться, к черту их цунами смоет. И если доллар обвалится и будет крах доллара, то обвалятся все остальные валюты мировые. И они обвалятся значительно сильнее. Да, может быть первый удар, когда доллар ослабнет. Такое может быть. Но следом будет волна. Это знаете, как цунами происходит. Сначала перед цунами немножко вода отступает, потому что проваливается дно, уходит из-за того, что там извержение вулкана, движение плит, и потом идет удар. Так же и здесь будет. То есть сначала, может быть, доллар немножко приспустится, но следом произойдет процесс, который доллар значительно укрепит по отношению к другим мировым валютам. И, соответственно, те люди, которые говорят о крахе доллара, они не говорят А, но не говорят Б. Крах доллара приведет к краху остальных валют. И поэтому говорить в какой-то перспективе, даже краткосрочной, после того, как произойдет значительное снижение доллара, то, соответственно, все остальные валюты, они просто покатятся. И юань никакая не резервная валюта. Кто будет связываться с валютой, которая контролируется Компартией Китая, которая, она еще более является политизированной, чем доллар, и которые в любой момент могут ограничить, там, запретить, изъять и так далее. Это вообще бред. Доллар, он в 100 раз удобнее и в 100 раз безопаснее. И поэтому доллар, я считаю, что на ближайшей и на среднесрочной перспективе это безальтернативная мировая валюта. И резервная, и расчетная. Итак, вчера индекс доллара пробил сильный уровень и ушел под него. Такое движение, оно оказало позитив для цен на нефть, для рынков акций и вообще для развивающихся рынков. И поэтому все, что мы видели вчера, в том числе укрепление рубля, это следствие вот этого движения капитала, которое вытекает, исходя из того, что показывает нам индекс доллара. Тем не менее, обращаю внимание, что восходящий тренд по индексу доллара, он не сломан. То есть, да, тут произошел небольшой откат, но пока не будет возврата вот сюда, вот к этой салатовой линии и закрепления хотя бы в районе нее, в идеале вот в этом диапазоне, говорить о том, что произошло какое-то кардинальное изменение и все, то есть доллар уже как бы он хромая утка. Говорить такого не приходится. Я все-таки думаю, что здесь мы увидим либо проторговку, либо возврат вот сюда, вот на эту линию. И здесь после проторговки начнется постепенное движение вверх. Да, может быть какой-то еще короткий задерг, но если этот задерг не приведет к тому, что начнется здесь рост объема и проторговка, то, соответственно, это просто идет донабор позиций в индексе доллара. То есть идет что-то, какое-то движение в капитале, которое в дальнейшем приведет к укреплению доллара так или иначе. Может ли такой сценарий не сработать? Такое возможно. Это будет в том случае, если действительно произойдет выплеск так называемой ликвидности, и, соответственно, в США начнет расти инфляция. В этой ситуации действительно мы увидим продолжение ослабления доллара и движение его сначала на 93,6, потом на 90. Но я думаю, что даже если такое чудо и произойдет, это будет временный процесс, который потом приведет к обратному очень сильному движению. Вчера также произошло снижение ВИКСа, но на самом деле ВИКС, пока он не ушел в диапазон по 30, 25 и ниже, то, соответственно, говорить о том, что вот текущая ситуация разрешилась тем, что мировые финансовые и фондовые рынки стабилизировались, я думаю, неправильно. Так, друзья, ну вот переходя к американскому индексу, USD это CFD на фьючерс. Вот, но смотрите, вот вчера то, что у нас было движение, все равно мы не закрылись выше 3130. Это магическая цифра, которая указывает на то, что банкет продолжается. Сегодня посмотрим, как проторгуется. Но, как вы видите, в любом случае, пока вот этого движения вверх, его нету. То есть он начал падать, сейчас немножко притормозил. Вот, и, соответственно, здесь
пока нет уверенного пробития 3130, это проторговка, которая по своей сути имеет, скажем так, потребность пробить вот это нижнее значение. Нижнее значение это 3030, 2990, там 2985. И, соответственно, отсюда, чтобы развилось движение, цель которого, ну, как минимум 2850-2825. Сейчас его сдерживают, может быть задерг. Отсюда может быть задерг. Если 3130 закрепляемся и идет проторговка свыше, в более высокую область, то может короткий задерг быть на 3195. И далее, если пойдет пробитие 3230, мы увидим тестирование тех хаев, которые были ранее. Но я думаю, сейчас пока такой сценарий маловероятен. На этой неделе боковик, либо может быть будут задерги. Вот. Но в любом случае, я думаю, как только 1 июля наступит, сразу могут начаться кардинальные изменения. И не только в Российской Федерации. Так, индекс RGBI вчера начал проседать. На самом деле это всего лишь движение пока в боковике. И перелом, и говорить о том, что пошел негатив, можно будет только тогда, когда будет пробито значение 155,2. И пойдет проторговка ниже этого уровня. Так, друзья, вот еще важный показатель: стоимость нефти в рублях. Это, в общем-то, ключевое влияние на формирование российского бюджета и наполнение экономики. Пошло сейчас тестирование на пробой вот этой верхней границы. Сейчас на текущий момент, поскольку уже выход произошел за пределы, то, соответственно, здесь неустойчивое равновесие, будет либо подтягивание на 3400-3500, либо отсюда пойдет проседание. Но проседание, как вы сами понимаете, оно невыгодно для формирования бюджета и для российской вертикали. И поэтому, скорее всего, вот это вот тестирование верхней границы, оно придет в подтягивание на 3400-3500. Вот. Это будет либо за счет роста цены на нефть. Краткосрочно это вполне может реализоваться сценарий 47-57. Я о нем неоднократно говорил в последнее время. Вот. Или же что-то будет с курсом рубль-доллар. Но может получиться так, что это будут взаимные процессы, которые будут протекать одновременно. Так, ну вот евро-доллар, смотрите, отскочили. И так вот эту вот фигуру голова и плечи ее не доработали. Произошла обманка. Но обманка-то произошла, объем у этой обманки слабоват. Но с другой стороны, сейчас как бы формально произошел слом вот этого нисходящего тренда на дневках сформированный. И мы вернулись в вот эту проторгованную область. И таким образом, если не будет пробития вот этой нижней границы, которая 1,1250 и закрепления под ней, то отсюда так или иначе будет формироваться проторговка, пробой верхней границы и, соответственно, движение с целью тестировать 1,1422 и его пробить. Вот. Там еще цель есть в районе 1,1621. И если сейчас пойдет рост объемов в движении капитала и, соответственно, рост евро к доллару, то вполне мы можем увидеть и задерку вот сюда вот. Но пока вероятность такого процесса, она очень невелика. Так, возвращаясь к рубль-доллар, давайте посмотрим, какие у нас движения сегодня ожидаются с утра и в течение дня. Так, ну вот у нас есть сильная поддержка, это 68,6. Но движение пары доллар-рубль, она во многом завязана на то, что происходит в нефти. Вчера был рост, соответственно, рубль что делал? Укреплялся, правильно. Сегодня пока роста нет. Открылись с небольшим гэпом, идет просадка. Вопрос заключается в том, будет или не будет пробита верхняя граница. Вот, критерий ее пробития — это проторговка выше нее или сразу движение при пробое на растущем объеме и, соответственно, закрытие цели, которая в районе 45 находится, и проторговка в районе 45 гэпа. Вот, соответственно, если такое событие происходит, то у нас получается здесь двойная вершина не сработала, и нефть успешно выросла и закрепилась на определенном сильном уровне, и возможно дальнейшее движение в диапазон 47-57. Если такой сценарий реализуется, разумеется, здесь рубль будет укрепляться.
Так, ну вот более короткий 4-часовой таймфрейм по нефти. Если происходит удержание 42,8, то есть не пробиваем и не закрепляемся ниже этого значения, то, соответственно, вот все это превращается в проторговку, в набор позиций. И в самое ближайшее время мы увидим рост с тестированием локального хая, там 43 с копейками. Возможно его пробитие и движение на 45. Если сейчас здесь будет пробой 42,8 и закрепление, то, соответственно, первая цель движения у нас находится 41,81. Скорее всего, это будет проторговка в диапазоне, вот в этом. Вот. И если развивается дальнейшее движение и пробитие 41,81, это приведет к тому, что пойдет возврат вот сюда вот, на этот уровень 40,8. Вот. И, соответственно, закрепление под ним и проторговка здесь. Такой процесс вызовет ослабление рубля и к доллару, и к евро. Пока мы находимся здесь на таких значениях, это для рубля достаточно неплохо. И, соответственно, здесь никто как бы сейчас ослаблять рубль не будет, когда нефть столько стоит. Пока нету критической ситуации в бюджете, нефть более или менее приемлемо стоит. Соответственно, текущее вполне как бы движение рубль-доллар может развиваться на 68,5. Итак, что касается рубль-доллар, смотрите, вот здесь если с утра у нас развивается дальнейшее движение вниз, то есть укрепление рубля, и мы с утра увидим тестирование на пробой 69, 68, 95, кстати, мы уже вокруг этих значений гуляли, то здесь действительно пробой на объеме данного значения потащит его на 68,55. Это, конечно, не сразу будет, но такое движение, оно может развиться в течение дня, может развиться, если нефть будет расти, в четверг. Я думаю, сейчас вероятность такого события, пробой вот этого диапазона, она очень невелика. Хотя мы вполне можем его потестить, либо когда будет приближаться время размещения ОФЗ, график я привел, или же если нефть все-таки пойдет тестировать на пробой 43 с копейками и будет там закрепляться, либо уходить на 45. В этой ситуации, несомненно, мы увидим тестирование на пробой вот этого диапазона и, соответственно, движение на 68-55, возможно, даже ниже. Сейчас в текущей ситуации, я думаю, более вероятен сценарий, это не тестирование на пробой, дальнейшее укрепление рубля. Здесь, я думаю, более вероятно будет отскок вверх. Соответственно, первая цель отсюда отскока это 69.10. Но тут как бы хода совсем немного. И далее, соответственно, 69.10. Следующая цель движения это тестирование на пробой 69.15. В идеале цель, которую должны размашисто или каким-то движением отработать, это 69.29. То есть, скорее всего, с утра, если и будет короткий задерг в этот диапазон, его отсюда выдернут. И, соответственно, в этой ситуации пойдет движение, как только будет пробой 69.15, сразу мы увидим задерг на 69.29. Но в том случае, если будет все-таки движение в район 69, 68, 95, и здесь либо будет пробитие, либо проторговка на растущем объеме, то вполне вероятно, что отсюда мы увидим дальнейшее укрепление рубля, по крайней мере до завершения сегодня аукционов ФЗ. Может дойти до 68.55, но я бы такой цели прямо не ставил. То есть, скорее всего, будет какой-то задерг, может быть, не знаю, 68, 85, 68,8. И потом затащит вверх. Движение ниже на 68.55, оно должно быть на основе того, что пойдет дальнейший рост нефти. 45 плюс. Если такое происходит, то вообще не вопрос. 68.55 и далее. С утра, скорее всего, будет попытка закрепиться на 69,1, и отсюда, возможно, будет движение, цель которого 69,29. Но здесь как бы есть цель и повыше, она проходит вот здесь, 69,43, но с учетом текущей цены на нефть, пока движения сюда его не будет. Вот, то есть для этого нефть должна опять уйти где-нибудь на 41, 40 с половиной. Тогда да, тогда мы сходим прямо сразу вот сюда, вот в этот диапазон. Пока здесь, я думаю, с утра будет отскок
небольшой, возможно, сюда. И потом по факту завершения ОФЗ, если текущие значения на нефть сохранятся или нефть начнет проседать, то в этой ситуации мы увидим отскок и рост доллара, цель которого 69,6. Пробой вот этого диапазона, последнее значение -68,95 уведет на 68,55. Так, далее евро-рубль. Вот здесь у нас пошел отскок от сильного уровня. Так, что касается движения на открытии и с утра по евро-рублю. Вот смотрите, у нас есть цель, которая 77,95 находится. Вот, соответственно, то есть движение к этой цели будет в том случае, если с утра на открытии мы увидим пробой на объеме такой хороший 77,87. Даже 86. Вот если мы здесь это значение пробиваем, сразу развивается движение, но вот это значение быстро проскочим и будет задерг вот сюда вот на 77,95. Вот, в том случае, если с утра у нас развивается движение вниз и мы пробиваем на объеме 77,77, то, соответственно, вот исходя из этого у нас сразу пойдет движение на 77,72 и тестирование на пробой 77,65. Вот сюда вот. По евро здесь ситуация немножко отличная от доллара. Вот, соответственно, то есть по евро, даже если доллар будет проседать, по евро более вероятно, что все-таки будет задерг вверх. Вот, но опять же здесь ориентируемся на диапазон, куда пойдет пробитие. Вот этой крышечки, либо этой крышечки.